Привет всем! Сегодня я хочу показать, как отследить переходы между состояниями в аниматор-контроллер в Unity с использованием State Machine Behavior. Этот метод может быть полезен, если вам нужно отследить начало или конец анимации, например, при работе с эффектами, чтобы точно определить момент их окончания, или при управлении игровыми объектами, чтобы по завершению анимации или переходе в новое состояние вызвать соответствующую логику. В качестве примера рассмотрим антенну, которая может находиться в двух состояниях – активном и неактивном. Для нее у меня подготовлен аниматор-контроллер, в котором указаны все необходимые состояния и переходы между ними. Для антенны есть простой скрипт, который управляет аниматором, а также содержит два события, которые должны будут вызываться при изменении ее состояния. Кроме того, у нас есть контроллер, который отвечает за управление антенной и отображением ее состояния. По нажатию на кнопки он заставляет антенну перейти в одно из состояний. Для того, чтобы отслеживать изменения состояния игрового объекта, создадим скрипт под названием State Change Handler. Укажем, что этот скрипт наследуется от State Machine Behavior. State Machine Behavior – это особый класс скрипта в Unity, предназначенный для работы с машиной состояний. Его можно прикрепить как к отдельному состоянию внутри аниматор-контроллер, так и ко всему слою. Данный класс дает возможность создавать код, который будет выполняться при входе, выходе или нахождении в определенном состоянии. Таким образом, можно реагировать на изменения состояния и управлять поведением объекта в соответствии с его текущим состоянием. В этом скрипте переопределяем методы onStateEnter и onStateExit, которые вызываются при входе в новое состояние и выходе из текущего соответственно. Среди параметров этих методов есть текущий аниматор, информация о текущем состоянии и номер слоя в аниматоре. Нас прежде всего интересует Animator State Info, так как он содержит информацию о состоянии. Добавим два события – StateEnter и StateExit, каждый из которых принимает параметр Animator State Info. Затем добавим вызов этих событий в методы onStateEnter и onStateExit. Скрипт готов. Открываем аниматор-контроллер. Не выбирая ни одного из состояний, кликаем по пустой области, чтобы выбрать текущий слой. Именно к этому слою добавляем наш скрипт. Вернемся к скрипту антенны. В методе Awake обратимся к указанному аниматору и получим от него наш скрипт State Change Handler. Для этого используем метод getBehavior. Подписываемся на событие StateEnter. Чтобы узнать, в какое состояние вошел аниматор-контроллер, нужно сверить значение свойства shortNameHash у параметра animator StateInfo. Для этого добавим два поля типа int – Deactivated State ID и Activated State ID. Воспользуемся методом animator string_to_hash, чтобы преобразовать имя состояния в его ID. Возвращаемся в обработчик события. Если значение shortNameHash соответствует Activated State ID, это означает, что наш объект активен и готов к работе, и мы вызываем событие Activated. Если же соответствует значению Deactivated State ID, это означает, что наш объект перешел в неактивное состояние, и мы вызываем событие Deactivated. Как альтернативный вариант, логику проверки свойства shortNameHash можно оставить в State Change Handler. Таким образом, этот скрипт будет генерировать более конкретные события, а не просто сигнализировать о переходе между состояниями в аниматоре. В зависимости от того, как настроены переходы между состояниями, может быть удобнее отслеживать либо вход в состояние, либо наоборот, выход из промежуточных состояний. Запустим игру и проверим, что все работает так, как мы планировали. Теперь мы можем реагировать на изменения состояния игрового объекта, поскольку все переходы между состояниями в аниматор-контроллер отслеживаются.
Использование State Machine Behavior не является заменой Animation Events, который позволяет вызывать события из любой части анимационного клипа. Однако, если Animation Event находится в конце клипа, он может не сработать, если анимация не успевает до него дойти при переходе между состояниями. Преимущество State Machine Behavior заключается в том, что вам не нужно указывать события в каждом клипе. State Machine Behavior также значительно упрощает работу, если вы используете базовый аниматор-контроллер, который затем переопределяется для создания новых. В этом случае будет достаточно один раз настроить только базовый аниматор-контроллер. Вот и все. State Machine Behavior — это хороший способ отслеживать окончание анимации в аниматоре. Естественно, только этим использование State Machine Behavior не ограничивается. Увидимся в следующем видео. Подписывайтесь. Пока-пока.